Я сейчас волнуюсь больше, чем когда я играю в «Вишневый сад» или выхожу в дублю Кончаловского. Я тоже волнуюсь, не переживай. Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Что такое любовь? С мечтами я покончила. Вы можете жить с человеком, с палачом? Нет. Если вы его любите. Ни с палачом, ни со стукачом, нет. Макбет для меня не убийца. Ну, не бывает хороших КГБшников. Бывают. Я могу убить, защищая. Но в целом я тоже. Мне кажется, тогда лучше молчать. Вам кажется, что женщина сделает нашу страну прекрасней? Если бы вы выбирали, кем родиться, мужчина или женщина, что бы вы выбрали? Собакой. Скажи, Гордеевой, скажи. Я хотела по-итальянски с вами поговорить. Давайте. Parliamo italiano. Parliamo italiano. Lei parla. Io parlo un po', sì, sì. Poco. Вот самый красивый театр на земле. Самый неудобный, чтобы в нем играть. Акустики ноль. Ну, он же музей. Это у нас была такая редкая возможность там сыграть. Там очень много пыли. У меня, например, был там приступ страшной кашля прямо на сцене. А туда Да вы даже, что? Да, и туда, потому что пыль, кругом пыль, и там не убирают. Там нельзя влажную уборку делать. И туда даже нельзя приносить воду. И мне воду принес пожарник. Чтобы как-то этот кашель, приступ снять. Место непростое, Но Веченца вообще город, конечно, невероятный. Ну, Италия вообще страна невероятная. О, да. А вы итальянский учили то, что вот называется на бегу или как-то специально? Я не учила. Никогда не учила. Ну, вы же спектакли играли по-итальянски. Ну, вот нахваталась. Ну, я репетировала. Но итальянский на самом деле, он очень сложный, как язык культурный. А язык разговорный, он очень простой. Он очень такой. Ну, а артисты должны запоминать любой текст. Какая разница, какой. Поверьте мне, выучить итальянский было проще, чем белорусский в свое время. Я хорошо говорю по-английски. Я уже учила и так прилично общалась по-французски, поэтому итальянский он лег. И все-таки язык выстраивает быстро, мозг выстраивает быстро связи между вот этими неопознаваемыми словами. А белорусский, ну, вот, понимаете, парасолька, я не знала, что такое парасолька. Зонтик. Да, ну, это зонтик. Парасоль по-итальянски тоже зонтик. Да. И параплюип уже будет по-французски. Но вы при этом, дома у вас в Италии, любите вы Италию, но лучшим городом Земли вы считаете Париж. Ну, нет. А кто вам сказал? Поначиталась. Ну, это же разные моменты жизни. Это под каким настроением что сказано. Это вообще как бы... Италия – страна очень комфортная для всех. Мне кажется, Италию невозможно не любить. Но это очень странное, мне кажется, состояние человека, который не любит Италию. Потому что Италия настолько доброжелательна, настолько открыта, и как бы она всех принимает. Там нет никакого снобизма в общении, там нет... Ну, если... Вот я еще попала в тот Лондон, где был снобизм. Ты там в аптеке что-то хочешь купить, а тебе говорят «what?». И ты как бы понимаешь, что ты еще так не в состоянии сказать «what?». И поэтому у тебя возникает какой-то комплекс неполноценности. Я в 96-м году приехала в Лондон, и, по-моему, в 96-м году был спектакль «Мария Стюарт», и играла Изабель Юпер. Ее разнесли, ее уничтожили критики за то, что она, играя Марию Стюарт, позволила себе легкий французский акцент. При том, что мы знаем, что Мария Стюарт провела очень серьезный кусок жизни во Франции, как бы могла себе спокойненько приобрести, как вот вы говорите, говор. Ей англичане этого не позволили, не простили. Вы в пандемию бываете в Италии? Были ли вы в этот Мы год? были, у нас же был Венецианский фестиваль, и мы были на Венецианском фестивале с фильмом «Дорогие товарищи». Собственно говоря, ну, это был сентябрь. А дома? Мы заезжали, да. Не скучаете? Я скучаю только по людям. Места – это уже такое дело десятое. Я кочевой, я кочевник. Я там... Ну, вы выросли в семье военного, Да, что, собственно, поэтому, можно ожидать? Ну, понимаете, я очень хорошо помню, как я скучала
первый и последний раз в своей жизни. Мы жили в бараке, и там была такая облезлая зеленая дверь, и потом это было там в Араратской долине, и мы потом переехали в Тбилиси. И это была там гора Махат, недалеко от центра. И я помню, как я скучала по этой облезлой зеленой двери в этой Араратской долине. И на этом все закончилось. Я поняла, что никак я никогда туда не попаду, никогда я ее не увижу, не потрогаю. Там живут уже какие-то другие люди. Это ужасное ощущение, что там другие люди живут, что это больше не твое. Поэтому я научилась отпускать. Круто. Мне раньше, когда переехала из Москвы, чтобы заплакать нужно было 1 секунда. Я представляла свою бывшую квартиру. Все, я могла рыдать после этого целый день. Хороший для артистки, хороший манок, крючочек. Я не артистка. А это правда, кстати, что когда вы учились в Минске, в театральном, вам говорили, что вы не любите страдать, и это значит, что это вы... правда. А почему вы не любите страдать? Вообще, действительно, в артисты идут люди, которые вот прям склонны страдать. Не знаю, мне кажется вообще, что... Вот это более логичный вопрос, зачем ты в артистке пошла, если ты не любишь страдать? Да, я неправильно его сформулировала, спасибо большое. Обычно мечтают сначала с самого все равно, это же есть глубокая какая-то, если серьезно анализировать, то что недостаток внимания, недостаток какая-то нереализованность, недохваленность, недолюбленность, что-то такое. А зачем идут люди в артисты? Это же тщеславие. А тщеславие, оно есть в каждом человеке. Мне казалось, что возможность прожить кучу жизней. Да нет, это все красивые слова. Как может ребенок, который в 16 лет решает идти поступать, думает о том, что он проживет кучу жизни? Вот если бы реально объясняли этим 16-17-летним, что нужно сделать для того, чтобы прожить эту кучу жизней по-настоящему, что это не фитюльки какие-то, что люди действительно теряют здоровье, по-настоящему пытаясь прожить кучу жизни, нервную систему, кто-то становится алкоголиком, у кого-то случаются инфаркты на сцене, кто-то живет всю жизнь несчастно свою личную жизнь, у кого-то нет детей по этому поводу и так далее, и так далее. Что значит отдать свою жизнь театру или кино, профессии по-настоящему? Вот если бы хоть один из этих людей, которые поступают, смогли вот просто на секунду это почувствовать, это невозможно. Люди куры. Они начинают ощущать только когда реально с ними вот лично что-то случается. Поэтому это никакая невозможность прожить кучу жизней. Это тщеславие. Люди хотят что-то такое получить, чего они недополучили. Но при этом вот эта закрытость, она требует выхода. Я действительно интровертный человек, и, видимо, подсознательно это единственное место, сцена и кадр. Вот я сейчас волнуюсь больше, чем когда я играю «Вишневый сад» или выхожу в дубль у Кончаловского. Я тоже волнуюсь, не переживай. Да нет, я не переживаю. Я просто, если бы я переживала, я бы вам про это не рассказала. Я констатирую. То есть для меня это реальное, это я нашла себе единственно возможную психотерапию. Для меня это излечение. Выход на сцену. Да, я со своими демонами и всеми остальными частями своей природы встречаюсь там. Сад мой после долгой ненастной осени и холодной зимы. Ты снова полон счастья, и ангелы небесные не покинули тебя. Если бы я могла забыть свое прошлое, если бы снять всей души и плеч моих тяжелый камень. А ваша жизнь в социальных сетях? Там же тоже вы не вы. Ничего личного вообще. Нету ничего. Нету. Так это фасад. А если бы у вас была возможность, и не нужно было бы держать фасад, вы бы вообще не выходили в соцсети? Если бы мне не нужно было развивать мой бизнес, я бы не выходила в соцсети. Я очень благодарю вас за этот ответ, потому что мне кажется, что это очень правильная штука. Люди воспринимают соцсети как эманацию жизни, а она таковой не является. Люди воспринимают и ящик. Помните, как этот Карлсон заглядывал за телевизор, и ему казалось, что это все-таки человек, который там диктор, это продолжение жизни, да, комнаты. Мне кажется, что большинство людей, к сожалению, так и воспринимают все, что они видят на экране, как будто бы так и есть на самом деле. Выросли вы под Новочеркасском? Я родилась в Новочеркасске, а росла я на Кавказе. Я выросла в Ростове. И когда я смотрела «Дорогие товарищи» и увидела вашу Люду,
Которая говорит вот так у нас говорили. Она у нее вот так вот же ноги стоят. Ну, нет, вы утрируете, но естественно, она все-таки человек немножко другого сословия, скажем так, поэтому у нее это все-таки не Галя какая-то там, Нет, это понимаете? не Галя, но она живет там, где говорят Галя. Да, ну, по-разному. Вот я, например, там выросла, я очень много времени бывала, и мама моя до сих пор там живет, и никто не гакает. И вообще, мне кажется, что это действительно зависит очень от среды. Это, и я думаю, люди, которые и в Сибири живут, не обязательно не разговаривают с таким вот определенным ритмом, и как-то они могут говорить тоже. Я имею в виду, где, какие книжки читают, с какими друзьями общаются и дальше, и так далее, в какие школы ходят. Правда ли, что вы уговаривали Андрея Сергеевича снять этот фильм? Что вы много ему говорили про Новочеркасск, что отчасти то, что этот фильм появился, связано с тем, что вы... Он так отвечает на вопрос Быкова в интервью. Он говорит, во-первых, моя жена Юля... Почему после этого, во-первых, вы делаете вывод, что я его уговаривала? Я не считаю, что можно вообще, о каких бы событиях я ни рассказывала, ни к какому режиссеру, а тем более к человеку, которому ты имеешь непосредственный доступ к телу, свою, какую бы там ни было точку зрения, или там какое-то событие навязывать, сделай про это кино. Мне кажется, это какой-то кошмар, и это про каких-то страшных женщин вы сейчас говорите. Я прям немножко ошарашена. Я имела в виду, что вот для тебя что-то важно, ты об этом говоришь. Да, и ты говоришь, а человек, который тебя любит, понимает, что это важно. Я не знала тоже ничего про трагедию до 90-х годов, так как и все. У меня никакие родственники в трагедии не пострадали. И для меня это была такая же примерно абстрактная вещь, как для самого Андрея Сергеевича. Потому что ни в моей семье, ни в семьях моих знакомых, друзей в Новочеркасске об этом не говорили никогда. Люди очень боялись. И люди, которые там живут, возраста моей мамы уже, которой тогда было 10 лет во время всего, что случилось, по-прежнему абсолютно... ни о чем об этом не говорят и не вспоминают. Мне кажется, что тут как раз работает абсолютно... Нет, абсолютно работает сила взрывной волны. Там, где был взрыв по-настоящему, люди настолько это тяжело переживали, это было настолько действительно покрыто этой и кровью, и ужасом, что люди онемели очень надолго. А чем дальше от места взрыва, тем спокойнее про это можно говорить, потому что как таковых жертв не было ни в Ростове, ни там еще дальше. Потому что Андрей Сергеевич тоже в 1962 году прямо слышал об этом в Москве. Но это был как какой-то шепот, ропот, кто-то сказал, а ты слышал, там расстреляли, сам про это разговаривает, да, расстреляли демонстрацию, поехали в Дом кино и поехали водку пить. Ну, то есть это все абсолютно не несет на себе непосредственного эмоционального вовлечения и боли личной. Поэтому об этом можно говорить и слушать. А когда ты лично имеешь к этому отношение, то, наверное, тут уже говорить и слушать сложнее. Но ваш дедушка казак Мельхов. Да. Это в детстве обсуждалось? Более того, моего деда во дворе так и звали Казак. Не Николай Егорович, а Казак. Ой, Николай Егорович его звали. Да, а я казачок, я была всегда казачок. Не казачка? Казачок. Почему? Наверное, внука, потому что у него дочка была, наверное, может, хотелось сына, а потом, может быть, хотелось внука. Еще он меня звал японец или китаец. Может быть, это идет от того, что всегда был товарищ. Не говорили же тогда товарка, или как это сейчас? Товарищка. Да, товарищка, авторка. Может быть, это шло из-за вот такого нежного какого-то аберрации в такое, мой друг рядом. Дедушка с бабушкой любили вас? Мне кажется... мне кажется, вообще очень часто люди любят внуков, проявляют к внукам любовь ярче, чем к детям. Именно проявляют. Я не думаю, что кто-то любит по-другому, но уже люди более зрелые, они по-другому относятся к вот этой новой жизни. Они, может быть, расслабляются и перестают воспитывать. И не хотят уже никого там вырастить. Не знаю. У нас как-то в этом смысле, мне кажется, дома не было никаких таких установок кого-то воспитывать. Мне кажется, мы все воспитывались сами. Что выросло, то выросло. Вы «Тихий дон» любите? Я вообще Шолохова люблю, да. Я люблю Шолохову. Я и «Поднятую целину» люблю. Мне кажется, это замечательный писатель.
«Тихий мой любимый роман», и мне все время упреки в том, что он просоветский, меня удивляют, потому что он абсолютно антисоветский. Это история про землю и любовь, которую у людей отобрали. Ни во имя чего. Угу. У нас же восприятие такое, когда Андрей Сергеевич снял «Дом дураков», почему-то все стали кричать, что это ответ, пролетая над гнездом кукушки. Ничего общего нет. Там люди хотят вырваться из сумасшедшего дома. У Кончаловского сумасшедший дом – единственное здоровое нормальное место. Или когда он снял «Глянец», стали упрекать, что это, это наше «Дьявол носит Прада». Ничего общего совершенно нет, кроме того, что девочка, которая не имеет отношения к миру моды, работает в мире моды. То есть вот это, знаете, огульное суждение, мне не кажется, что оно появилось только сейчас, мне кажется, оно вообще присуще массам. Вот по отдельности мы все очень интересные и яркие, и интеллектуально развитые, с чувством юмора. А когда складывается вот такое вот общее мнение, оно почему-то всегда отвратительно. Один из самых таких, не знаю, ярких, наверное, моментов в фильме, когда ваш в кадре отец, Сергей Эрлиш, да, актер, мы про него актер. Вот мы про него еще поговорим, да? А когда он достает в советское время, в махровое, из сундука 4 георгиевских креста, иконы и казачью форму. У вас в доме были разговоры о том, что казаки, во-первых, они, конечно же, не принимали советскую власть, до конца не приняли ее, и, во-вторых, про то, как, например, Ростов несколько раз сдавали фашистам, и казаки настолько не любили советскую власть, что готовы были куда угодно пойти? Нет, у меня не было этих разговоров в моем доме, хотя моего прадеда расстреляла советская власть на глазах у детей. Но вот как раз моя бабушка, которая видела, как расстреляли ее отца, рассказывала мне, как она плакала в 1953 году, когда умер Сталин. Потому что она прошла... Не от радости. Нет, от горя, от ужаса. Потому что она прибавила себе лет и пошла на войну, прошла всю войну, пришла из войны, работала в детском доме там, с детьми, потом ушла работать там, в какой-то магазин. И у нее было ощущение, что мы победили фашизм, что она вообще прожила как-то вот это достойно свою жизнь благодаря тому, что она верила в то, что человек может быть лучше и что может быть построен коммунизм. Поэтому не было, антисоветских разговоров не было никаких. А про то, что казачество – это особая каста? Особая каста, да. У нас никогда не ругались матом. Самое страшное слово, которое я слышала в своей жизни очень долго, это было слово «дура». Страшнее ничего не было. То есть, это правда. Дед себя считал очень особенным. Очень. Бабушка так снисходительно на эту тему улыбалась и так поглядывала в его сторону. Молчала, никогда не возражала. То есть это чисто казачья семья, когда мужчина формально главный, но на самом деле... Абсолютно. Именно формально. Что в вас есть из казаческого характера? Я думаю, во-первых, все меньше и меньше, потому что я над собой работаю. Не самые, мне кажется, такие легкие люди-казаки. То есть вы себя укращаете все время? Не укращаю. Я бы не сказала укращаю, но мне кажется, какая-то жесткость в общении, бескомпромиссность, определенная такая резкость в суждениях. Это как раз то, что не помогает в жизни никому. Ни тому, кто обладает этими качествами, ни тому, кто живет рядом с этим человеком. Поэтому это как бы такое... Я стараюсь быть мягче. Насколько получается, это другой вопрос. Но я стараюсь. Это невозможно. Это, знаете, это же все равно... Это ДНК. Это на том уровне, на котором невозможно контролировать. Но, тем не менее, определенные проявления можно давать себе отчет и этого не допускать. Сергей Эрлиш, который сыграл вашего отца в фильме «Дорогие товарищи». И, насколько я понимаю, внутри фильма еще очень много людей, которые вообще не являются профессиональными артистами. Собственно говоря, там профессиональных артистов... Гусев, Влад, который мой любовник, Юля Бурова, которая еще студентка. Собственно, все. И я. А почему так? Это к Андрею Сергеевичу вопросы.
Как я вам сейчас? Почему так? Я не знаю. А Я- почему он Васе Клячиной так снимал? А почему в «Курочке Рябе» он так снимал? В «Доме дураков»? Ну, к нему вопросы. Либо анализируйте сами, думайте, почему так. Нет, я почему-то себе придумала, что вдруг вы там знаете Новочеркасск и по тем местам, по каким-то знакомым, кого-то помогали. Нет, это же кино. Это же все-таки не на коленке сделано, это не студенческая работа, это все очень серьезно. Был серьезный кастинг, долго отбирали там людей, привезли сюда там 6 человек. Андрей Сергеевич меня... Я очень вообще боюсь. И я и как-то артистов боюсь, а не артистов я вообще боюсь. Поэтому... Мне кажется, что вообще, дай вам волю, вы бы и с людьми-то чужими бы не общались. Да, я очень интровертная. Да. Вот, поэтому и когда он меня уговорил, чтобы я все-таки с ними пообщалась, потому что ему важно было контакт. И сразу я сразу, то есть мне даже не нужно было разговаривать с Сергеем, это было понятно, что вот это правда. Вот я с ним, я становлюсь сразу совсем другим существом. Я сразу, знаете, как вот, мы сразу как две собаки становимся. То есть я не остаюсь кошкой или там курицей какой-то или еще кем-то. Я сразу становлюсь такой же собакой, как и он. И это очень помогает в создании тональности, в правильном ощущении и существовании. На самом деле это подарок артисту, который в состоянии этим воспользоваться. Это большая помощь. Потому что, если ты слышишь, когда ты врешь, когда не врешь. Это вот как я петь не умею, но я знаю, когда я фальшивлю, когда я не фальшивлю. Я точно так же знаю, когда я туда, когда не туда. Товарищ, в труде и в бою храни беззаветно отчизну свою. Люда, это узнаваемый для вас человек? Вы знаете такой тип людей? Я не знаю, вы застали или нет, я застала целый пласт очень порядочных, хороших людей, для которых было очень четкие понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Вот прямо порядочные, четкие люди. Не в смысле философы или там какие-то, а вот человек, который не будет есть один бутерброд, когда рядом сидит кто-то голодный. Или он не будет рассказывать что-то, что случилось, если, там, я не знаю, в классе, если вот придет зауч и скажет: теперь рассказывайте мне, скажите, кто там замутил уйти с урока. И вот был ряд у меня там вот таких людей, с которыми меня свела, слава богу, судьба, и люди не совершали ни маленьких, ни побольше подлостей. Вот Люда – это такой человек. То есть идеология – это уже другое. Это уже, если бы Люда жила, наверное, там за 50 лет до того, как происходит, она была бы таким же порядочным человеком. Вот сегодня я не знаю, как определить вот этот уровень порядочности. Настолько все сейчас размыто, и так много разговоров, и так мало дел. И сейчас уже все говорят все, и уже непонятно, это провокация, или это действительно человек выражает свою точку зрения. Очень много размытого. А вот мне повезло, я знала... и знаю людей, у которых вот есть неразмытость определенная. Какой страх может заставить этих порядочных людей в какой-то момент написать донос? Это страх физической боли. Мы никто тут, вы понимаете, вспомним историю Мейерхольда или еще там кого-то. И это же тоже что-то такое, с чем, наверное, очень трудно совладать. Кто-то может остановиться, а есть вещи, которые человек уже и не может, он себе не подвластен, это уже не он, это уже то, что из него сделали. Вы фильм на премьере увидели первый раз? Что вы, я раз 6 монтаж смотрела. То есть все-таки есть у вас преимущество. Да у меня много преимуществ, у меня огромное количество преимуществ, просто я не считаю, что это тема для разговора в интервью. Нет, что вы. Когда вы первый раз увидели фильм, какой он на вас произвел? А потом это не преимущество, 6 раз монтаж посмотреть. Это вообще не преимущество. Это серьезная работа, это ответственность, потому что тебе же показывают не просто, чтобы ты удовольствие получила. Это
как бы процесс, который движется. И потом, поверьте мне, любой артистке смотреть на себя на экране, особенно в таких ролях, это мучительно. Да? Это вообще мучительно. Голос свой слышать мучительно. Думать, что вот тут могла бы ты вот так сыграть, а теперь так, а потом... Или там, когда, как ты думаешь, вот этот дубль или вот этот? Это мучительно. Это серьезное испытание. Какое впечатление на вас произвел фильм? Когда вы посмотрели его уже в собранном виде? Я не знаю, мне как бы... Вы понимаете, когда ты живешь в материале, он там... Сценарий услышала что-то, потом сценарий, там, первая версия, ты прочел, потом еще, потом какие-то то есть вы не можете отстраненно смотреть? Невозможно. То есть особенно, может быть, вот как я сейчас смотрю «Дубну раков», я понимаю, что это вообще не я, и это вообще, как бы это все настолько оторвано, что уже можно обсуждать. А, дорогие товарищи, очень трудно обсуждать. Хотя тоже мне очень трудно сопоставить я в зеркале, и я на экране. Но мы все себя видим иначе, даже в зеркале. То есть если мы рядом поставим человека и посмотрим на его отражение в зеркале, и вот так, мы даже увидим разницу вот эту вот. То есть также мы себя-то видим только через зеркало, как еще? Поэтому тут вот я это, конечно, не я. Ну и в то же время я. Ну это что, почему? Нет, там мощнейшая эта сцена, конечно, с Новочеркасской площади, сцена расстрела, она, по-моему, когда-нибудь войдет в учебники. А дальше там же случается преломление. И вот удивительно, я читала критику, очень многие пишут про то, что, значит, фильм антисоветский, он принижает там чего-то там, какие-то заслуги Советского Союза. А мне как раз кажется, что появление Виктора, КГБшника, это такая очень смелая история. Вот мне кажется, не бывает хороших КГБшников. Бывают. Ну как же так? Этот фильм не антисоветский, не просоветский. Этот фильм про-человеческий, как, собственно говоря, и все, на мой взгляд, что делает режиссер Кончаловский. Этот фильм про то, что человек очень сложное создание. И он не состоит только из одной краски, будь она плохая или хорошая. И, конечно, нет оправдания там, человеческим жертвам, которые случаются по вине того или другого человека. Но это не значит, что даже тот человек, там, тот же Сталин, который, что это просто какое-то совсем исчадие ада, и в нем нет ничего человеческого, понимаете? Но это очень примитивно. Так нельзя расценивать. Не может. Если он в КГБ, значит, он зло. нет. Ну, он служит злу. Ну, это как рассматривать. А с его точки зрения он... Хорошо, это точно так же тогда мы скажем, что... Как бы я так не умею. Меня по-другому воспитывали, наверное, дело в моем театральном образовании. Я защищаю любого героя. Я всегда на позиции адвоката. Макбет для меня не убийца. Макбет для меня несчастный человек, который... Это воля рока. Собственно говоря, если хотите, Сталин – это Макбет. Я сейчас не пытаюсь там совсем буквально проводить параллели, но есть определенное отягощение, которое, слава богу, например, мне неизвестно. Власть, принятие решений, понимаете, ведение там каких-то дипломатических, политических вот этих всех ходов и так далее. И это нечистая работа, и, собственно говоря, конечно, она за собой влечет какие-то не самые красивые поступки или там хорошие, но при этом человек может оставаться человеком, как ни странно. Редкий момент, когда мне не нужно никуда бежать. С годами ценю эти минуты все больше. Особенно здорово, если тебя при этом окружает спокойная, уютная атмосфера. Вот поэтому я так люблю раннее утро в собственном доме. Все вокруг еще спят, а у тебя есть возможность побыть в тишине, прислушаться к себе. Я прекрасно понимаю тех, кто решает поселиться в собственном доме, но знаю при этом, что по-настоящему комфортная жизнь стоит огромных усилий. Взять хотя бы крышу. Без качественной кровли те самые тишина, безопасность и комфорт останутся лишь словами. Ведь человека от непогоды защищает именно крыша дома. А еще она, вместе со стенами дома, конечно, сохраняет тепло в холодное время и защищает от жары летом. Завидую жителям жарких стран вроде Кубы или Доминиканы. Они могут позволить себе крышу даже из пальмовых листьев. Ну а для наших широт, конечно, лучше выбирать материалы посерьезнее. Например, многослойную гибкую черепицу «Шинглас» от компании «Технониколь».
Компания существует почти 30 лет, 20 из которых производит черепицу. А в этом году вышел инновационный продукт – армированная черепица «Джаз». Это двухслойная, надежная и бесшумная черепица. Если раньше вас беспокоил шум дождя, барабанящего по крыше, забудьте. С этой черепицей можно спать спокойно. В структуре черепицы коллекции «Джаз» ноу-хау Технониколь – стеклянные нити, которые близки по прочности на разрыв к стальной нити. Крепеж, проходя эти нити, надежно удерживает черепицу на кровле, и благодаря этому ветроустойчивость покрытия увеличивается в 3 раза, что особенно важно при сильных и резких порывах ветра. Специалисты Технониколь улучшили гибкость материала, что особенно важно, если у вас крыша сложной формы с изгибами или арками. На черепицу дается гарантия в целых 60 лет, так что крыша над головой будет и у внуков, и у правнуков. А еще в коллекции «Джаз» такая красивая световая гамма. Благодаря особой форме черепицы создается настоящий 3D-объем. Кажется, что крыша выполнена из натуральных материалов. Выглядит очень круто. Если вы цените комфорт так же, как и я, то по промокоду Гордеева 2021 получите скидку до 40% на гибкую черепицу и другие строительные материалы в интернет-магазине Технониколь аж до конца 2021 года. Подробности в описании. Юля, с 2003 года выходит программа «Едим дома», и это превратилось в огромную империю. Кулинарные курсы, агентство путешествий, продукты, шоу, много всего. Насколько это просто ваша самореализация или это бизнес для вас? Ну, я думаю, что любая самореализация в идеале, если она находится в публичном пространстве, должна приносить какой-то доход. Так я прекрасно готовлю дома. У меня там прекрасно все с самореализацией. Гораздо больше аплодисментов, поверьте. Вы дома тоже разговариваете, когда готовите? Конечно, это не сказка. Андрей Сергеевич стоял в дверях кухни, когда я готовила, и я с уткой ругалась, что я тебя, зараза, уже 6 часов держу в духовке, а ты, сволочь, до сих пор не хочешь эту ногу раскрыть. Если ты эту ногу не раскроешь, что я буду делать? И сказала, это надо показывать. Ну, это вообще, это надо показывать. Ну, вообще вы предвосхитили селфи-палку. Ну, нет. Ну, там ничего нет от селфи. Там как? Вот люди, которые сами себя снимают, блогеры, и впереди у них идет камера, и они с ней разговаривают. Но они с камерой разговаривают. Я разговариваю с продуктами. С продуктами я разговаривала. А сейчас я разговариваю, ну, в смысле, в нашем как бы формате я разговариваю с подругой, с режиссером. А, с подругой все-таки? Конечно, это офф-камера. Ну, да, я понимаю, но я думаю, кто ну, это человек? Нет, ну, так случилось, что режиссер этого проекта самый мой близкий друг. Конечно же, это абсолютно такая расслабленная и хорошая семейная атмосфера. Все операторы, которые были 17 лет назад, они по-прежнему все здесь, мы все вместе. То есть у нас вообще, на самом деле, у нас не поменялся состав. Зачем к этому нужно было подключать продукты, макароны, средства для мытья рук? Это отдельное направление лицензионное. То есть, когда приходят люди и говорят, смотрите, у нас есть очень хороший продукт, мы его не можем пропихнуть на рынке. И нам кажется, что если бы Юля его одобрила, и там было как бы ее какое-то присутствие на этикетке, мы смогли бы убедить больше потребителя, что наш продукт немножко отличается от всей остальной как бы в этом же сегменте представленной продукции. То есть я беру на себя ответственность, ну, как бы, я не одна, у меня, слава богу, есть люди в компании, которые со мной делят вот этот вот именно конкретное, как бы практическое задание, и мне кажется, что все у нас в этом смысле хорошо работает. Это прибыльный бизнес? Ну да, это прибыльно. По 2019 году, вот по финансовым отчетам, у вас 42 миллиона прибыли. Вы богатый человек? Я себя нормально чувствую. Я не знаю, что значит богатый. Вы чувствуете себя финансово независимым? Это важное для вас ощущение? Я финансово независима, абсолютно. Деньги – это как раз то, что обеспечивает как раз ту самую свободу вот внешнюю. Это внешняя часть жизни. И да, с внешней точки зрения это облегчает жизнь, безусловно. Счастливыми деньги не сделали ни одного человека. Мы сейчас поговорили с вами про Инстаграм, да, что он нужен, чтобы развивался бизнес. А интервью тогда зачем нужно? Мне это понятно, зачем, мне интересно.
Ну, вам-то давать там интервью не очень. Ну, у нас в данном случае как бы такая есть двойная история. Во-первых, для фильма «Дорогие товарищи», пока он сейчас идет на платформах, чем больше людей услышит про этот фильм, тем, конечно, лучше. Потому что ты все равно... Я работаю для зрителя, я не работаю для себя, в том смысле, иначе для себя можно... Профессия такая подразумевает для себя, может писатель писать в стол, художник рисовать картины, никогда не сделав выставки. Но артист, я это делаю для того, чтобы другие люди увидели. Дальше уже ты переходишь на какую-то другую ступеньку для того, чтобы другие люди увидели и сказали «молодец», Юлечка, и похвалили. Или для того, чтобы другие люди увидели и сказали что-то про характер, про то, что в мире происходит, про то, каким языком режиссер снял это кино, про то, как получилось, не получилось создать этот мир. То есть вот это все, это уже дальше. Поэтому мне важно, чтобы зрители это смотрели. Мне кажется, что это кино такого уровня, которое делает человека лучше. И для меня эта фраза, она не пустая, мы станем лучше. Ну, как бы она не пустая, она трагическая, она чеховская. Конечно, она оттуда из «Дяди Вани», абсолютно, она оттуда. Поэтому это важно. Мне кажется, что такие произведения делают человека лучше. Поэтому, собственно говоря, я с вами про это и говорю. А второе, вы, конечно, очень настойчиво этого добивались. И тут есть такой момент уже. Речь о чем объяснить, почему. Понятно. Я хотела вам показать сейчас одну вещь. Минуточку. Это получилось до того, как мы с вами договорились. У меня теперь видите, кто есть. Ой, они лучшие. Они лучшие. Это абсолютно... я понимаю, что владельцы каждой породы, и даже котов, они все говорят, что это люди, что мы все вот это антропоморфные животные, они для нас, как бы это продолжение нас, но у меня, конечно, мой товарищ... Крюк, у вас крюк? Крюк, да. Сколько ему уже? 6,5. Уже зрелый мужчина. Это так быстро пролилось, я вообще не представляю. Красивый такой, красивый такой. Ой. Ты такой трусливый. Кто такой трусливый? Крюк. Чем West Highland White Terrier, мы должны назвать эту породу, отличается от всех других собак? У меня 4 собаки. Но я вам скажу, чем они отличаются. Во-первых, несмотря на свой небольшой размер, он считает себя предводителем нашей стаи. Причем у него есть иерархия по отношению ко всем. Самый близкий к нему, как бы его правая лапа, скажем так, это я. Он признает важность существования Андрея Сергеевича. Важность. Значит, Петя – это его младший брат. Дальше пошли там все остальные собаки, они просто должны слушаться и бежать туда, куда он бежит. И даже если кто-то убегает вперед, он быстро выносится вперед и сразу как бы ситуацию перестраивает так, что это он там. Ну а все остальные, извините, просто как бы помогают ему жить. Просто все остальные люди, он причем очень хорошо расставляет, на кого он реагирует, когда он слышит свое имя, на кого не реагирует. Это просто люди, которые... обустраивают быт. Собаки в этом смысле, как и вообще животные, гораздо разумнее, чем вот этот Homo sapiens. Гораздо разумнее. Мне кажется, что если бы вас все оставили в покое, вы бы общались с собаками и с Андреем Сергеевичем. Нет, у меня есть очень узкий круг друзей, которых я очень люблю. Вы рассказывали в одном из интервью про свою старшую подругу, Муза Ивановна. Муза Ивановна. Вы расскажите. Муза Ивановна сейчас в Париже. Муза Ивановна – подруга моего мужа, и мы с ней познакомились именно поэтому. Она переехала давно-давно на Запад, вышла замуж сначала за итальянца, потом за француза русского происхождения, потом опять за француза уже, французского. Сейчас она одинока. Поиски это называется. Карантин, в Париже сильно не походишь. Да еще и комендантский час. Поэтому она посидит в таком пригороде Парижа и ждет, когда этот кошмар закончится. Ей должно быть сейчас 80 83 вот будет 83, 16 марта. А что такое иметь такую старшую подругу? Вот она для вас кто? Она как бы вместе с мамой, как бы сестра, кто? Она моя муза. Она вот в прямом смысле, она муза.
когда мы только познакомились, ну, во-первых, вот я точно знаю, что возраст – это вообще не беда. И возраст – это не морщины, возраст уж тем более не паспорт. И даже, знаете, не физиологическое ощущение там каких-то немощей, потому что, естественно, в 83 года у человека что-то болит, что-то там отказывает. Все время нужно чинить этот автомобиль, как бы его нужно все время держать под контролем все системы. А молодость, она все равно присутствует. Молодость – это абсолютное восприятие мира, жизни. Вот она у меня девчонка. Абсолютно. И поэтому вот как бы девушка. Вы не советуетесь? Я вообще советуюсь крайне редко. И, как правило, когда я прислушиваюсь к советам, я попадаю в просаку в полную. Я слушаю себя. Нет, я не советуюсь. Ни с кем? Ну, очень редко. Ну, правда, очень редко. Ну, наверное, чаще. Вот из этого редко, чаще с мужем. Но, тем не менее, я все равно слушаю себя. И все-таки мы вернемся в начало. В какой момент вы решили, что вы будете артисткой? Ну, я, правда, очень совсем Ну, вот там дед меня ставил на табуретку, я надевала там мамино платье, мамины босоножки. Он играл на баяне, я там пела «Сама садики я садила, сама буду поливать». И, собственно говоря, уже я знала, что я буду вот так, всю жизнь так и буду стоять на табуретке. Но вы поехали в Минск, потому что испугались Москвы и Петербурга. Я бы не испугалась, потому что дети – существа неразумные, и есть определенная энергия заблуждения. Я робкий человек и до сих пор. Но тут уже надо было понятно, что как бы надо было прыгать вот это как с обрыва. И мне, собственно говоря, было неважно, куда прыгать с обрыва. Там какое море? Азовское? Минское? Что, в Минске есть море? В Минске есть Минское море, так и называется. Да, но оно вырытое, искусственное. Ну это как у нас в Ростове, Ростовское море, такое небольшое. Ну, просто мама сказала, что она там посоветовалась, она в этот момент работала в Доме офицеров в городе Баку. Ей сказали, нормальный кавказский вообще подход. Ей сказали, Свет, в Москве поступить стоит 10 тысяч. Ну, там, Волга. В то время это были рублей. Она говорит, Лёлик, у меня есть 2, 10 нету. Лёлик, это вы? Да, поэтому как бы мы абсолютно поверили всей этой истории. И вы взяли банку черной икры и поехали в Минск? Две. У нас две банки черной икры и бутылка коньяку еще. Ну слушайте, вы шикарно жили. Вообще, мама, это, конечно, не 2000 ушло, но тем не менее, мне кажется, какая-то пачечка у нее денег с собой была. Но это очень смешно было, что в Минске она так и не нашла, кому это сунуть. Съели все прекрасно сами. А вы Минск как вспоминаете? Очень тепло. Очень, мне кажется, это прекрасное. Это было прекрасно. Вообще, студенчество – это действительно прекрасная пора, хотя оно никогда таковым не воспринимается, и всегда кажется, что тяжело, и ты ничего не знаешь. Но самое главное – это была безответственность. То есть ответственности не было никакой. Есть нечего было. Была небольшая там комната в общежитии, и никакой ответственности. Это было прекрасно. Ну и люди, конечно. Вот там, кстати, мне кажется, что люди даже, вот они ближе по своим вот этому стержню, они ближе к моей люди. Люди в Беларуси, ну, собственно говоря, наверное, сегодня мы тоже это как-то так и наблюдаем. Представляете? Когда они вставали протестовать и снимали ботинки. Видели вы эти кадры? Да. Там вообще много чего. Вообще у меня были не только мои однокурсники, как бы белорусы знакомые, но и зрелые люди. Например, я дружу и очень дорожу отношениями со своим педагогом, с человеком, который меня, выбрала, которая во мне что-то разглядела. И если бы не она, по-настоящему моя крестная мать, это она. Если бы не она, мы бы, наверное, с вами сейчас здесь не сидели, не разговаривали. Я думаю, что это самый главный поворот в моей судьбе, в смысле профессиональный, который случился. А что она сделала? Я поступила, не говоря ни слова по-белорусски, тогда был очень сильный крен вот в эту белорусскую мову. Это был первый год, когда был объявлен набор на белорусской мове. А я приехала из Баку. И она меня взяла. Более того, она уговорила всех, что меня нужно взять. И поэтому я ей безмерно за это благодарна. Ну и вообще ее люблю. Вот этот стержень, который в ней есть, вот в этом поколении, это, конечно, это очень дорого в людях. А театр весь, в котором вы служили, он же весь ушел в отставку во время протеста. Я даже не понимаю, как могли остаться те, которые там остались. Вот я вот этого не понимаю. То, что они ушли, вот я в этом не сомневалась ни секунды. Вот когда я видела недавно
одну девушку, с которой она училась на 2 года старше меня. И она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли. Вот это для меня странно. Это правда странно. Ну, то есть, мне кажется, тогда лучше молчать. Ну, это как-то благородней. А знаете, бывает страшно говорить вслух свою позицию. Вообще человеку страшно. Особенно артисту, он человек Безусловно, тогда зависимый. лучше молчать. Мне кажется, что вы человек, который сознательно идет на трудности. Я посмотрела ваш тайминг за вот эти вот пару дней, пока мы сейчас в близком контакте с вашей помощницей. А у вас каждый час расписан. Да, ну так всю жизнь. И так всю жизнь. Я поняла, что это так всю жизнь. Это потому, что вы боитесь простоев, вы не хотите останавливаться или вы не любите останавливаться? Ну, наверное, все-таки не люблю, потому что от страха столько лет в этом существовать, это было бы, наверное, я не смогла бы. Это были бы нервные срывы, там, какие-нибудь клиники, я не знаю, чтобы восстанавливаться. Как еще люди, там, психотерапевты разговаривают. Нет, я думаю, что это мое... Ну, я тоже вот недавно нашла свой ежедневник за, там, 2002 год. 6 утра бег, 7 утра йога. И это тогда мы еще писали от руки, и мне очень нравится... И раньше вечером пишешь, утром просыпаешься, делаешь какой-то поправки, и потом ставишь галочки или там вычеркиваешь, что все сделано. Если галочек мало, нехорошо, неправильно. Слушайте, вы человек, который чуть ли не каждый день купается в проруби. Вам все легко. Каждый день. Вы каждый день купаетесь Да. в проруби? Вы даете. На самом деле это очень приятно. Попробуй, только нельзя резко, но это действительно очень приятно. Давайте так, вы сперва бежите 12 километров, правильно, утром каждое утро? Ну, не обязательно. Там, например, у меня вчера был съемочный день, мы очень поздно закончили, и у меня не было пробежки. Но на самом деле после пробежки не так тяжело в прорубь, как и после бани. Тяжелее проснуться и сразу в купель. Вот это тяжело. Зачем? Ну, во-первых, это укрепляет иммунитет. Во-вторых, это избавляет от целлюлита. В-третьих, таким образом, опять-таки, идет выработка гормонов. То есть сразу настроение. Но это химия. Мы вообще химический коктейль. Если мы об этом не будем помнить, если мы забудем о том, что химический коктейль, то тогда с нами очень много вещей будут происходить. С нами и так много в жизни чего происходит, чего мы контролировать не можем. Но хотя бы вот химический коктейль, и то не целиком. Ну вот на этих этапах я стараюсь контролировать. Мне просто кажется, что вы воспитываете в себе сверхчеловека. Я вот все время смотрю... Я уже воспитала. Вы уже воспитали? То, что вы воспитываете силу воли, характер, выносливость, вы не едите, вы... Вы знаете, у меня действительно проблем с силой воли нет никаких вообще. И никогда не было. Я ее не воспитываю. То есть если я решаю, что я что-то делаю или я что-то не делаю, то ну и все, и так и бывает. А что может быть? А что может изменить мое решение, например, не есть, может только один человек, мой муж. Он может сказать: давай выпьем шампанского. И тогда я я не променяю. Я понимаю, что я делаю. Я момент кайфа, момент влюбленности, момент радости я не упущу, потому что он очень краткотечен. А вот это мое «сделаю, что я решила», оно со мной всегда. Вы говорили где-то, что на самом деле та, которая вы есть, вы только с Кончаловским, вы в какой-то там капсуле с ним? Вы сказали, мы с ним какая-то капсула, то садитесь там, сидите. Садитесь с Кончаловским. Подержитесь за руки, выйдите, и вот у вас уже все, связь налажена. Нет, вы заходите в капсулу, вы становитесь настоящий, сидите в капсуле. Что это? Капсула, космический корабль, подводная лодка? Что это вообще такое? Да ничего, это наш дом. На самом деле нет. У меня есть все-таки несколько людей, с которыми... Да нет, я и сейчас с вами настоящий. Вы так сейчас какой-то прям сидите, все время лицемерит. То на тут лицемерит, то на там лицемерит. Да нет, просто дело в том, насколько ты действительно открываешься. Я не могу открыться. Не буду я... Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Ничего. Ничто вы со мной не можете сделать, чтобы я сейчас так расстроилась, что я заплакала. Если вы меня захотите расстроить и скажете мне что-то такое, что меня ранит, я просто встану и уйду. Плакать я вам не позволю меня увидеть, чтобы я плакала. У меня не было планов. Нет, я просто объясняю, что значит интровертный человек. Это значит, что я, в принципе, хорошо умею контролировать свои эмоции и держать себя в руках. Показываю миру ровно столько, сколько я считаю иногда ошибочно, может быть, даже иногда чуть-чуть больше, чем я хотела бы показывать. А что касается эмоционального такого мира, это дом.
И когда люди допускаются в дом, там другая жизнь. Я еще поняла, что вы не хотите почувствовать к себе никакого рода жалости. Обычно женщины любят, чтобы их жалели, гладить, говорят, меня нужно защищать, меня нужно оберегать, меня нужно жалеть. А вы как будто бы специально так... Я матушка Кураж. Я абсолютно... Нет, как? Я серьезно. У меня инстинкт создания сразу пространства вокруг меня и моих близких. Это сильнее меня. Когда я забеременела в Лос-Анджелесе, у меня была такая прекрасная тоже старшая подруга Нина Фоша, она сказала, я обожала быть беременной, потому что сразу... Я потом родила, и я поняла, в чем смысл моей жизни. И я тоже про себя подумала, я-то знаю, в чем смысл моей жизни. Это, конечно, было само... Сейчас я не знаю, в чем смысл моей жизни. Абсолютно. И я теперь понимаю, что она имела в виду. Она имела в виду продолжение и вообще это чувство любви, которое ты испытываешь к ребенку и так далее, что это гораздо сильнее карьеры, Голливуда и так, всего это. Слушайте, что за принт, который Петя сделал, который называется «Плачущие ромашки»? Они случились плачущими. Он проводил каникулы без меня, и взял сумку, скучал. Взял сумку, нарисовал ромашки краской, какой-то странной краской, которая тут же поползла по этой сумке. И так получилось, что ромашки плачут. Это было очень трогательно. Он мне не хотел ее отдавать, сказал, это все испортилось. Ему, мне кажется, было лет 11, наверное, 12. Сказал, все испортилось, все не получилось. Получились ромашки. Нет, у Пети хорошо все он визионер, он хорошо очень видит, у него образное мышление, при этом математический склад ума. То есть для архитектор? Я надеюсь. Он готовится к этому, посмотрим, что получится. А кто им занимается, папа или мама больше, в смысле воспитания? Да мы оба как-то не очень занимались воспитанием. Сейчас Петя занялся сам своим воспитанием, поэтому он проводит время с папой. Вот как? Да. И что, это просто разговоры? Я не знаю, знаете, это их интимное время, пространство. Я считаю, что у каждого человека должно быть свое пространство, и если мне хотят рассказать, рассказывают. Мы общаемся на темы какой-то литературы, гедонизма, я не знаю, еще чего-то, а в принципе у них какая-то своя такая мужская компания. Класс. Потому что где-то вы говорили о том, что вы очень строгая мама, что вы можете наказать, вы можете лишить подарков. Not anymore. Да? Сейчас я действительно правая лапа Крюга. Хотела бы я посмотреть, когда вы будете бабушка. Я буду бабушка, которая будет... Когда я буду... Я Цветаева буду бабушкой годов через десяточек. Я буду все Все, пожалуйста. Я тут была в Пскове на днях. И водили меня в Кремль. И показали мне, и сказали, что здесь Андрей Кончаловский венчался с Юлией Высоцкой. Это теперь, помимо всего прочего, это как тоже показывают как достопримечательность. Это же... Сколько? 2 года назад, получается? Да. Что вам это принесло внутри вас? Катя, честно, про такие вещи не говорят в интервью, если даже если есть что-то серьезное, что сказать. Я никогда не забуду эти 2 дня, которые мы там провели. Это было очень красиво. Это были одни из тех впечатлений в жизни, которые, наверное, меня сделали чуть-чуть лучше. Вы верующий человек? Это тоже интимный разговор. Извините. Я понимаю, что каким-то людям легко про это говорить, мне не очень легко про это говорить. Мы знакомы с владыкой Тихоном Шевкуновым. Это его личность повлияла на выбор места? Безусловно. Только его личность и повлияла. То есть он у нас бывал дома, и вообще его, мне кажется, он редкий человек. Он не просто хороший, он какой-то такой... в актерстве есть это... Он очень точный в своей интонации, он не врет никогда, понимаете? То есть не в смысле не говорит неправду, это я не знаю, но он не фальшивый, он очень точный. Поэтому, да, это было главное. На самом деле, это прекрасно, что случилось в Пскове, но это могло быть где угодно. Неважно. Он раньше же служил недалеко там. В Сретенском монастыре. Да, поэтому это могло быть и здесь. Он вообще, мне кажется, очень много сделал для церкви, для православной. На мой взгляд, с точки зрения того, как я воспринимаю все, что имеет отношение к церкви. А я все время думаю о том, что он же
В ВГИКе учился? Да, он сценарист, причем он учился на одном курсе с нашей очень-очень близкой подругой Надеждой Покорной. Она написала сценарий такого прекрасного, тяжелейшего фильма с Ирой Розановой «На тебя уповаю». Вот. И они вообще такие друзья. Они, кстати, были тоже на венчании. И это интересное пересечение такое, да. Мне просто интересно, как путь человека из ВГИКа в церковь. А это, кстати, на мой взгляд, вообще, ну, если мы говорим о русских артистах, то, мне кажется, это закономерный какой-то либо этап, либо какая-то уже обретенная точка, потому что русская школа, она все время провоцирует развитие духа. Русская театральная школа. Это скорее все-таки содержание, чем форма. Несмотря, конечно, на Мейерхольда и Таирова, и даже Вахтангова, то есть были направления, которые ставили форму, ну, если не во главе угла, но хотя бы рядом с содержанием. Но, тем не менее, все равно содержание это отличительная черта русской театральной школы. И именно поэтому, вот как только ты начинаешь, кто как глубоко копает, понимаете? Некоторые закапываются так, что оказываются там, где отец Тихон. И причем, понимаете, вот это вот еще не такое, не очень консервативное, даже в способе выражения мышления, не зашоренное, а очень неожиданное, очень открытое, очень современное. За этим интересно наблюдать. Это очень много дает. Я всегда детям говорю, вы поменьше говорите, когда за столом оказываетесь там среди умных людей, просто слушайте. Потому что тут не главное, что ты думаешь, а главное просто дать возможность твоему подсознанию впитать вот все, что все сказали. А дальше само оно все уложится там как надо. Фильм «Рай», работа на нем была для вас большим испытанием? Когда я прочла книгу «Благоволительницы», я ее прочла, наверное, там за 36 часов, не отрываясь. На меня такое впечатление произвела эта книга, что когда мы снимали «Рай», я находилась все еще, прошло уже, наверное, года 2 с того момента, как я прочла книжку. Такой большой разбег. Да. Я все еще, для меня это было все очень живо и ярко. И впустить это в себя, быть частью этого, это было тяжело. То есть я очень хорошо помню, вот это вот редко у меня бывает, когда я ты утром едешь на съемочную площадку, и ты как будто с нее не уезжал. Это не то, что ты не в духе, это хуже. Это как бы вот, почти ничего не можете заставить улыбнуться. Интересно, что вы заговорили про благоволительность, потому что как раз я следующим вопросом хотела спросить, не кажется ли вам, что главный герой «Рая» – это человек, который очень сильно пересекается с главным героем благоволительности? Я думаю, что да, там есть влияние. Я думаю, что абсолютно там есть влияние. Я думаю, что «Рай» был написан до того, как... он был задуман до того, как Андрей Сергеевич прочел «Благоволительность». Я думаю, что там точно есть какие-то черты, которые были... И я не знаю, читал ли, кстати, Кристиан эту книжку, но такое ощущение, что он прямо оттуда. Да. Это же вы рассказали, что вы решили, что никогда boarding school, никогда то, никогда это. А у меня, до того, как я прочла «Благоволительницу», у меня была традиция. Перед Рождеством каждый год я ходила в антикварный магазин и покупала одну старинную новогоднюю игрушку. И я оказалась в Риге. Я зашла в антикварный магазин купить себе по традиции одну старинную новогоднюю игрушку. И я вошла и увидела эти игрушки. И я поняла... Откуда они, эти ложки, игрушки? Ужас, у меня, смотрите, да. Ужас, да. Я вышла под козырек, и я ревела, звонила мужу и говорила, я больше никогда не куплю никакую новогоднюю игрушку. Но вот это удивительный парадокс образованности, воспитанности и начитанности зла, человек, который становится абсолютным орудием зла. Вот это же, наверное, там стержень, вокруг которого вращаются благоволительность. Но я думаю, еще хуже. Я думаю, что это соблазнительность зла, что зло очень привлекательно, что оно настолько привлекательно, что даже вот такой прекрасный сам по себе человек в него искренне верит. Ну, это, собственно говоря, Люда из «Дорогих товарищей». То же самое. Хрущев Сталина из мавзолея выкинул и понеслось. Правильно сделал. Нечего диктатору возле Ленина лежать. Сколько невинных порастрелял. Что ты про Сталина знаешь? Виктор меньше. Понимаете, у Виктора-то не происходит перелома. У Люды-то испытание идет. Все-таки ей жизнь подкидывает такое испытание, как и Хельмуту. То есть надо сделать выбор какой-то.
А у Виктора выбора нет. Виктора эти события не изменили. Люду изменили события. Точно так же и Хельмута изменила война, она его изменила. И если бы, мне кажется, Хельмут остался там, вот в этом Берлине, он, может быть, даже не был бы вот в этом кружке, которые хотели свергнуть власть. Может быть, он и остался верен бы по-прежнему, если бы не увидел всех этих ужасов. Два паспорта, немецкий и Красного Креста, для проезда в Швейцарию. Пусть будут у меня. А что Виктор увидел? Ну, Виктор увидел, как... Виктор, собственно говоря, был одним из тех, которые дали команду стрелять. Их послали туда, чтобы они стреляли. Совершенно другая, ну, как бы, ситуация жизненная, обстоятельства другие. Ну, стреляли в свой народ. Ну да. И ему с этим дальше жить. Но я не могу вам отвечать за другой характер. Надо спросить у Андрея, что он думает по этому поводу, как ему удалось оставаться таким, как бы, невозмутимым и хорошим в кадре. Представьте себе, что вот хорошая женщина полюбила подлеца и убийцу. И вот что она должна делать? Она влюбилась в него просто. Возможно, до влюбленности она не знала, что он подлец и убийца. В смысле, уйти или остаться? Да. Неужели вы думаете, что есть какие-то рецепты? Откуда я знаю? Это зависит от таких... А я бы ушла, а вы бы? Я не знаю. Я вообще... Нет, я не знаю. Как ушла? А может, спасла бы его? Может, он бы стал другим? Как? А если я его люблю, как я его брошу? Ушла бы, потому что я такая хорошая, он такой плохой? Ну, если он продолжает свое, там, не знаю, расстреливает людей. О, Господи, никому не дай бог, это, конечно... Да не дай мне, ну, слушайте, умозрительно абсолютно. Я умозрительно, я пытаюсь понять, но я не знаю. Я просто пытаюсь действительно представить ситуацию, когда человек находится рядом с человеком, который делает, ну, вот что-то такое. Не там где-то тайна маньяк. От маньяка, конечно, нужно бежать. Если оказалось, что он маньяк, то есть, там, ну, не знаю, в Битцевском лесу кого-то убивает, конечно, нужно бежать. Это понятно, это психическое расстройство. Да, но то есть, если человек как бы вот так вот не такой больной, и я его люблю, и он мне объясняет, ты пойми, это убийцы, это там преступники, это предатели, они, ну вот я не знаю, хорошо, допустим, вы можете себе представить, что вы живете, вот там смертная казнь не отменена, и вы живете с человеком, который эту смертную казнь приводит в исполнение. Вы можете жить с человеком, ну, с палачом? Нет. Почему? Ни с палачом, ни со стукачом, нет. Ну, если вы его любите, я не знаю, я не говорю «да». Сейчас так звучит, как будто я говорю «да». Нет. Я не знаю, но это как бы, как сказать... Ну, подождите, но есть ряд страшных профессий, просто профессий страшных. Человек должен быть готов к тому. Армия подразумевает насилие, армия подразумевает войну. Наличие армии подразумевает то, что люди, которые идут в армию, они готовы кого-то убивать. Но это наши с вами мужчины и сыновья. Подождите, человек идет в армию вообще-то, чтобы защищать. Ну да, но защищать, иногда защищая, нужно убить. Я могу убить, защищая. Я могу убить, защищая. Ну, в целом я тоже. Ну вот и все. Вы готовитесь к «Оскару»? Ну, как к нему готовиться? Попадем ли мы в номинанты? Большой вопрос. Очень сомневаюсь. Все-таки любая премия – это политика, абсолютно любая. И поэтому тут вот этой мечты и вот этих вот ничего такого нету. Поэтому нет, я не готовлюсь к «Оскару». Ушло у меня вот это вот, знаете, у меня был такой момент. Мы сидели в общежитии, наверное, какой-нибудь там один из самых прям лютых голодных годов. И один телевизор был, и ну, хотя даже, наверное, можно понять, когда первая Ника была. Вот мы сидим, и, кстати, та самая девушка, которая рыдала по поводу событий в Беларуси, вот она сидит и говорит, что вот я выйду на эту сцену, и мне тоже вот это вот с крыльями вручат. Я сижу, но я тогда была первокурсница, наверное, или второкурсница, и думаю, вот дура, я-то за «Оскаром выйду». Я, правда, не произнесла. Мне хватило мозгов не произнести это вслух. Вот. Ну, поэтому с тех пор очень много изменилось, и не думаю я, что я выйду когда-нибудь за «Оскаром». Вы выросли в семье военного. Какой это вообще накладывает отпечаток на девочку?
Хороший. Ну, не знаю, может быть, потому что я выросла на Кавказе. Я вообще безумно благодарна Кавказу. Это тоже такое, как бы, палка о двух концах. То есть там есть определенное количество комплексов, которые, как у меня были, они неизживаемые. Стеснительность? Ну, вообще, как бы я вот этого эксгибиционизма лишена напрочь. То есть для меня, например, там поцеловаться в кадре – это прям самое, наверное, сложное, что должно быть. Ну, то есть и не только в кадре, и даже с мужем на улице. То есть для меня это прямо вот такое. И вообще отношения мужчины и женщины, вот это, наверное, тут Кавказ как-то пережал в эту сторону. А вот с точки зрения любви к быту, к дому, к людям, к детям, к людям старше тебя, вот это вот все, какие-то там правильные ценности, они заложены очень глубоко. И я прям знаю, что все, что это во мне есть, это оттуда. Это не с Дона, это оттуда. На Дону народ пожестче. Но вы имеете в виду именно кавказское или именно то, что ваш отчим был военным? Ну, благодаря тому, что он был военным, я как бы вот этот Ереван, Тбилиси, Баку, вот это моя траектория, это все. Сама по себе военная жизнь, она очень сложная. И там же вот женщина, которая замужем за военным, она себя фактически приносит, ну, как в жертву, да? Перестаньте, они все королевами ходят. А, да? Абсолютно. Сейчас вы мой миф разрушили. Мне мама вчера написала, ну, просто у меня, правда, был вчера сложный съемочный день, там не было связи. И только когда... Я очень рано уехала на съемку, только когда я уже возвращалась, ко мне посыпались все сообщения, там пропущенные звонки и все. И мне мама написала, ну, почему же ты меня не поздравляешь с праздником? Я, во-первых, забыла, какое число. Во-вторых, я не сразу как бы соединила вот и что... А это прямо у нее, понимаете, судьба. Это крест. Она не просто... Она сама фельдмаршал. У нее ощущение, что она фельдмаршал. И они все там такие, поверьте. Ну, то есть, во всяком случае, когда мы росли, я очень хорошо помню, они все были очень яркие, очень такие, как вам сказать, открытые, очень, ну, как... Вот это тоже. Они, такое ощущение, что не все казачки были. То есть они рубили шашкой вот так, вот так. И вот во всяком случае, вот в таком... Хоть одна бы была такая милая, нежная, деликатная женщина. Вот моя проблема в том, что я росла в том кругу, где не было милых и деликатных. Поэтому я в себе это пытаюсь изо всех сил найти хоть какую-то вот эту вот женственность и культивировать ее, чтобы это не было без конца шашка наголо, вот это вот. Поэтому нет, и мне кажется, женщины в этом кругу себя очень хорошо чувствуют, особенно в нашей стране. Ничего себе, я всегда наоборот считала, что это вот принесли в жертву себя. Ну, значит, они, может быть, они как бы так компенсируют эту свою жертвенность, может, вы это как-то просто по-другому видите. Мне кажется, они себя очень круто там чувствовали. Более того, какие там романы, какие там, боже мой, как это вспомнишь, это, слушайте... В смысле романы? Ну, романы, конечно, там сбежала там с сержантом от какого-нибудь подполковника, там еще что-то такое, там с начальником штаба закрутила роман, мужу дали повышение. Кстати, хорошая идея для сценаристов, почему никто до сих пор не снял сериал про военный городок? Мы о том говорили. Уже даже название есть, военный городок. Класс, давайте напишем, что мы тут сидим. Давайте, Катя, кстати. Да. Вы говорили о том, что любите позднего Толстого и Чехова. И тут я задумалась о том, что вы имеете в виду под поздним Толстым. Нет, я не говорила, что я люблю позднего Толстого. Я вообще люблю Толстого. Поздний Толстой – это что, сказки для детей? Нет, вот нет, конечно, нет. Нет, я люблю позднего Толстого с точки зрения философии, с точки зрения его вообще позиции гражданской. Это как раз та политика, которая мне очень близка. А в принципе, конечно, я считаю, что Лев Николаевич один из самых... Ну, для меня это величина, наверное, в литературе номер один. Ну, вот в литературе, то есть в той, которую я способна постичь. «Война и мир» или Анна Каренина? «Война и мир». Ну, нельзя... Ну, как, я Анну Каренину просто очень люблю. Ну, я просто Анну Каренину 7 раз читала, и каждый раз по-новому. Да. Это такое все. А в чем Анна Каренина или мадам Бовари? Анна Каренина. Ну что вы. Вот, я вам сейчас скажу, почему мадам Бовари. Да, скажите. Потому что Флабер Эмму обожает. У Флабера нет конфликта с Эммой, и у него нет пелены перед глазами. Он ее описывает
как я, например, если бы я была очень зрелым человеком, могла бы описать своего ребенка, в котором ты видишь все недостатки, ты видишь все его дефекты, слабости, несоответствия и все. Это никакой не идеальный ребенок, но это мой ребенок. Только мой, только я могу его так любить, и только я могу его так понять, как Флабер понимает Эмму. Лев Николаевич бедную Анну препарирует, и все равно она умудряется нанести ему удар прямо под дых и кидается под пояс. Так, чтобы он уже ничего с этим не мог сделать, потому что это, понимаете, там идет конфликт. Это кто, наверное, в каком состоянии, я про себя говорю, находится в периоде своей жизни, но я хочу, чтобы мои отношения с мужчиной, а как хотите, творец, который пишет про женщину, это все равно, это его женщина, он ее мужчина. Это не ее мужчина Вронский, ее мужчина Лев Толстой, конечно же. Ну, конечно, он же про это конфликт. Он же не может он не может позволить ей физических наслаждений, физической радости, как он не может этого представить про свою Софью Андреевну, понимаете? То есть это же абсолютно такой... Мне кажется, что он страшно ей сочувствует. Нет, он ее пытается как-то препарировать, на мой взгляд. Но когда она едет на вокзал, и то, как он описывает ее внутренний монолог, это абсолютно клиническое описание депрессии. Это мой любимый момент, и я его перечитываю много раз, и я думаю, как он мог забраться к ней в голову настолько, как он мог это описать. Это то, что ты чувствуешь, когда ты сходишь с ума. Я с ума не сходила, поэтому мне трудно сказать. Но я думаю, что великие авторы, Антон Павлович точно так же написал всех своих героинь, как бы во всех пьесах. Почему пьесы такие великие? Потому что как может мужчина-автор описать так вообще все, что происходит с женщиной, с Ниной, причем первая пьеса, которая была поставлена на сцене, это как это возможно? Какая вам из пьес больше нравится? Нет, не знаю. Мне кажется, для режиссера самое выигрышное «Три сестры». Для актеров всех самое сложное «Вишневый сад». Самое сложное, самое вообще непостижимое, даже не Иванов. непонятное. Иван мной воспринимается как эксперимент какой-то такой, знаете, может быть, потому что я ее не играла, она для меня немножко в стороне стоит, а вот остальные как-то мне более понятны. А так мы добрались до того, что вы хотели бы сыграть. А нет, ничего нет у меня. Я хочу играть все, что придет. Что придет, то я и хочу. И неважно, у какого режиссера. Это в первую очередь важно. Нет, в смысле, не важно, если это будет не Андрей Сергеевич. Я же именно когда придет, это значит, это уже как бы часть судьбы. Очень трудно работать с другими режиссерами после Андрея Сергеевича, а что тут, наверное, и так, особенно когда такой сделан большой объем работы вместе, определенное качество взаимоотношений с материалом, с артистами, с пространством, вообще со временем, ценность. Вот это все, когда ты приходишь на другую площадку, ты очень сильно это ощущаешь, и, честно говоря, тогда ты думаешь, а ради чего? Потому что я верю только в создание в любви. Я не верю вопреки. Есть артистки, которые там должны обязательно поскандалить, прежде чем выйти на сцену, или там в кадр войти. Есть режиссеры, которые должны унизить артиста, которые должны повышать голос. Подождите, вы все, мы не будем называть имена, но это и в современном театре существует, и там в русском театре великом существовало. Ничто, бездарность, ничтожество. И артист через это может какой-то выйти. А я скажу... Да, я бездарность и ничтожество. Простите, пожалуйста, давайте введем кого-нибудь вместо меня. Я ушла. Все. Вы правы. А в «Мысленном волке» вы легко согласились играть? Да, легко. Да. Согласилась. Это же как раз вы прошли через все страдания, мне кажется, которые вы так не любите. Вообще, если серьезно, то я всегда отдаю себе отчет, что это никакие не страдания, это работа. Какие страдания? На работе страдать нельзя. Я получала удовольствие. У меня был офигительный кофе, у меня было свежайшее карельское молоко,
У меня был чудный вид из окна, который я видела только в 5:30 утра. Да, вы же все время ночью снимали на холоде собачьем. Труд делает нас свободными. Знаешь такую народную мудрость? На воротах Освенцима написано. Давай-ка, поруби, пока я завтрак приготовлю. Я умею построить свою жизнь так, я научилась этому у тех умных и самоорганизованных и очень талантливых людей, которых мне посчастливилось встретить в жизни. Я так умею организовать свой рабочий процесс, чтобы получать от него кайф от каждой минуты. От музыки при гриме и заканчивая хорошим кофе. Вот это очень важно. Кофе, музыка, вообще люди, с которыми ты лично контакт имеешь и так далее. Кровать. С собой из дома привезти правильные вещи, чтобы тебе было хорошо. А самой о себе нужно заботиться. Никто за тебя это не сделает. Нужно самой себе все продумать. Я приехала с правильными вещами, со своей кофемашинкой. Да, я приехала. Наверное, если кто не знает, да, то съемки происходили в 200 километрах от Петрозаводска. Да, в Карелии. В Карелии. В глуши. В глуши. Да. Туалет где? Где? Во дворе. Где-то. Да, где-то там, да. И, значит, приезжает Юлия Высоцкая. Как вы знаете, на Дону говорят, до ветра дойти. До ветра До дойти. ветра, да. И вы приезжаете со своей кофемашинкой туда. Да, конечно. Причем с особенной. Никакой не Неспрессо. Нет. Обалдеть. Для огромного количества женщин в России вы являетесь ролевой моделью. Поэтому я сейчас вынуждена задать вам несколько базовых вопросов из серии для детей. Что такое любовь? Я раньше отвечала фразой Осборна из пьесы «Оглянись во гневе». Любовь – это работа, она требует нервов и силы. Если ты не способен примириться именно с этим понятием любви, значит, тебе ее никогда не понять и не постигнуть. Сейчас я по-прежнему считаю, что любовь – это работа. Но еще любовь – это нечто, что нельзя назвать, обозначить словами, что сильнее. То есть в этом есть что-то инстинктивное. То есть когда я понимаю, например, по отношению к мужчине, что это говорит не чувство, не рациональный какой-то подход, почему я с этим мужчиной, а именно потому, что это мой... Я ничего с собой поделать не могу, я хочу, чтобы ему было хорошо. Это мое, это как отношение к своему ребенку. Вообще, мне кажется, что абсолютная любовь – это любовь к ребенку. И если я испытываю такое же чувство еще к кому-то, значит, это настоящая любовь. Знаете, меня всегда поражало, что в России принято, чтобы женщина любила мужа больше, чем ребенка. Меня это всегда ужасно ранит. Я категорически против расстановок вообще. А кого больше, кого меньше? Да. Тут, понимаете, страшный фильм «Выбор Софи», да, Это действительно, не дай бог, кому-то стоять перед этим выбором, и даже выбором муж или ребенок. Это какая-то такая странная аберрация. Я не понимаю, зачем нужно выбирать. Мне кажется, во всяком случае, в нормальном сердце, в нормальной душе места должно хватить на всех и на все. Я не совсем это имела в виду. Но когда женщина выбирает, то есть приоритет у нее мужчина, а не ребенок, так не должен быть вопрос этих приоритетов. Так сложились обстоятельства, мне кажется, потому что, смотрите, русские женщины весь 20 век вообще в России вытянули на себе женщины. Потому что сперва мужчин расстреливали в Первой мировой, потом в гражданской, потом революция, репрессии, Вторая мировая, еще немножко репрессий, и 90-е унесли огромное количество жизней. Понятно, что умирали и погибали в основном лучшие. И борьба между женщинами за оставшихся мужчин, она превратилась в какую-то такую битву не на жизнь, а на смерть. Почему же такого не произошло во Франции после Наполеона? Когда уничтожен был Наполеон, сделал так, что там действительно большая часть самых сильных, самых красивых, самых высоких. Вы заметили, что французы все очень невысокого роста остались им в наследство, не нам. Почему же этого не произошло во Франции? Все гораздо глубже. Я думаю, что нивелировалось. Нет, это просто не 100 лет. Просто дело в том, что действительно это историческая пропасть между Европой и нами,
Я сейчас ничего нового не скажу, и я действительно цитирую не только Кончаловского, а вообще очень многих историков, которые говорят о том, что действительно мы не прошли этот этап становления. У нас не было буржуазии, у нас не было сознательного принятия решений. Демократия у нас, она очень такая, тоже фасадная. Рабство отменили в 1961 году 19 века, а во Франции рабство когда закончилось? То есть вот эта пропасть, она действительно настолько большая, у нас нет времени, чтобы психика на уровне поколения адаптировалась. У нас люди, которые сейчас живут в соцсетях, в принципе, конечно же, уже должны жить так, как в Европе. Но это невозможно. Это невозможно. Можно в соцсети жить, как в Европе. Ну вот только в соцсети, только вот на этом фасаде можно. А внутри, вы же понимаете, те же драные тапки и немытые туалеты. Вот что. И кто это исправит? Ну, а мы ничего с вами не можем. Мы можем на эту тему рассуждать. Это как геолокация. Нам очень не повезло. Это, конечно, совершенно в другую мы уходим отрасль, вообще в другую. Это очень глубокая такая история. Но, тем не менее, вы понимаете, что в Европе уже давно весна началась, а у нас минус 25. Ну, есть Норвегия, Швеция, Финляндия. Гольфстрим. И в Норвегии, и в Швеции, и в Финляндии. И коровы 8 месяцев едят траву. Понимаете, Гольфстрим спас Северную Европу. И протестантизм. Вот, то есть религия и геолокация. Вот что хотите, с этим делайте. Обычно русские женщины считают как? Ты вышла замуж, ты родила детей, и все. У тебя больше нет жизни. Ну, я с вами не согласна. Я вот считаю, что у нас большая проблема совершенно противоположная. У нас женщина не строит дом и не ощущает себя хранительницей очага. Абсолютно. А кем она себя ощущает? Я не знаю, спросите у мнения. Мне кажется, что дом это не когда ты как заводная, там, магазин, стирка, уборка. Это философия, это другое. В доме должно быть хорошо. Понимаете, хорошо. Не в смысле все котлеты пожарены. Нет, хорошо. Хорошо, когда все улыбаются. Люди от разных вещей улыбаются. Кто-то улыбается от того, что они обсуждают с пеной у рта, там, я не знаю, что хотите, Шопенгауэра, хотите литературу, и при этом не важно, что едят. Ну, и сосиски прекрасно, и кетчуп прекрасно, и чай в пакетиках прекрасно. У кого-то хорошо, когда выдраено чисто и пахнет ванилью с утра. А у вас как? У меня хорошо во всех смыслах. И я этим горжусь. Что такое влюбленность? Ну, влюбленность – это всплеск гормонов. То есть влюбленность не важна? Ну, почему важна? Гормоны вообще это же не обязательно, например, влюбленность, всплеск гормонов – это не только на уровне сексуальном. Всплеск гормонов, вот это, я не знаю, если мне сейчас скажут, что вот там запускается новый проект, и у меня там роль, которую я хочу. Это опять всплеск гормонов. Какую вы хотите роль? Не скажу я вам ничего. Ну, скажите. Да нет, я шучу. На самом деле нет никаких проектов в обозримом будущем. Я просто к тому, что я пытаюсь привести такой пример, чтобы было понятно. Всплеск гормонов. Всплеск гормонов – это на Венецианском фестивале представить премьеру фильма, в которой ты играешь главную роль. Это всплеск гормонов. Всплеск гормонов ощутить, я не знаю, радость за кого-то из своих близких. Это, я не знаю, выиграть в лотерею. Можно продлить влюбленность, чтобы длить любовь? Наверное, кому как повезет, я не знаю. Или от того, как мы воспринимаем, на что настроено изначально инструмент каждого человека. Мне кажется, есть люди, которые могут любить и быть влюбленными всю жизнь. А есть люди, которым это недоступно, которым скучно сразу, которым вообще нужно все время влюбляться. А есть люди, которые, мне кажется, просто влюбляться не умеют. Мы очень все разные. О чем вы мечтаете? У меня много всяких мечт. За сбычу мечт, как говорят. У меня много. Есть мечты какие-то. Мечта – это нечто в таком состоянии каком-то безмятежном, представлять себе что-то, что вот если бы это случилось, как бы мне было хорошо. Я вообще не люблю сослагательное наклонение, и более того,
мне кажется, вот это накручивание себя и предвкушение вот этого вот «я бы хотела», вот это вот все, оно забирает очень сильно само событие, оно обкрадывает событие. И, конечно, в юности мечтала, и все мечтают в юности. Вот там, я бы хотела, чтобы сейчас, вот у меня день рождения, и чтобы вот все, вот как бы цветы, и чтобы всем было весело, и все обязательно кто-нибудь с кем-нибудь поссорится, или там не получится пирог, и я в конце концов в слезах. Короче, с мечтами я покончила. После съемок фильма «Дом дураков» вы с Андреем Сергеевичем Кончаловским прошли вместе 24 километра. Да, прям в этот день. Да, в день его, там, не помню, сколькилетия, в юбилей, вы прошли с ним вместе 47 километров. Да. Что это вообще за потребность ходить? Что вы делаете, пока вы ходите? Что вы делаете, пока вы ходите? Мы разговариваем. Ну, вообще, Андрей Сергеевич, правда, он такой бегун и беглец со стажем, но сейчас он не бегает. Сейчас мы ходим, он ходит с палками. Вообще скандинавская ходьба в этом смысле людям с проблемным позвоночником очень действительно возвращает возможность активного, то есть такого, потому что просто так гулять, это не очень интересно. Все-таки должна быть работа. Люди хоть когда-нибудь, которые подсели на иглу вот этой, знаете, этого ощущения эндорфинов от физической нагрузки, мне кажется, это любовь вообще к жизни. Это как секс. Еда – это тоже продолжение сенсуальных отношений. Мне вообще кажется, что вот это чувственное переживание жизни, оно, собственно говоря, и дает вот эту полноту взаимодействия друг с другом. То есть если ты это делишь, и вот это вместе проходишь, то есть если ты вместе потеешь, ну, получается, знаете, такой обмен энергией. Это как раз один из тех немногих законов физики, которые я помню, закон сохранения энергии. То есть если у меня холодная рука, у вас теплая, мы подержимся, и мы станем примерно одинаковой температуры. Вот если мы вместе занимаемся какой-то такого рода деятельностью, то есть если мы вместе едим, это очень эмоционально. Если мы вместе ходим или там, ну, не знаю, играем в теннис, или если мы вместе молчим, если мы читаем одну и ту же книгу, это все абсолютно... А вы читаете одну и ту же книгу? Да. Не всегда, но так бывает, что нас захватывает. Если мы вместе смотрим кино, если мы вместе смотрим театр, если мы вместе слушаем музыку, это все создает какую-то только единственно возможную вот эту вот связь. Она единственно возможна. Это не значит, что невозможно связи с другими людьми, но эта связь единственно возможна. И дальше зависит от того, насколько эта связь прочная и насколько эта связь наполненная. Дальше... Но это же работа огромная. А что в жизни без работы? Без работы только толстеют люди. Если бы вы выбирали, кем родиться, мужчиной или женщиной, что бы вы выбрали? Собакой. Ну, я не знаю, это очень... Когда я была там юной девушкой, мне очень нравилось, как за мной ухаживают мужчины. Я очень хотела быть девушкой всегда. А теперь я понимаю, что вообще несравнимо. Как мне сказал один прекрасный врач, вообще академик, он сказал, мужской организм – это велосипед, а женский – космический корабль. Вот как можно сравнить велосипед с космическим кораблем? Ну как? Понятное дело, что на космический корабль нагрузочка-то побольше, чем на велосипед. Да и возможностей больше. Ну, не знаю. Нет, я правда. На самом деле, мне кажется, хорошо бы родиться хорошим человеком. Потому что я думаю, что хорошими, все-таки мы определенным образом какими-то рождаемся. Мы, конечно, приобретаем, есть воспитание, есть образование, есть обстоятельства, которые нас формируют, друзья нас формируют очень сильно, работа формирует, мне кажется. Но, в принципе, очень заданные какие-то параметры имеют большое значение. А чем мужчины отличаются от женщин? Всем. Абсолютно Главное всем. отличие. Ну, нет. Подождите. Серьезно? Нет, я, без физиологии. У них нет сисек, такие, какие есть у нас. Интерес мужчины лежит вовне. Всегда. Во всех сферах. Вовне. Интерес женщины лежит внутри. Но мы разные животные. Мы животные разные, понимаете? Животные. Мы даже не подвиды разные. Мы виды разные. Это вот если мы не просто там волк и собака, мы действительно, я не знаю, кошка и кит.
Ну, то есть как максимально можно разнести? Как вы думаете, будет когда-нибудь женщина президентом России? А я не знаю, какая разница, женщина-мужчина? Вот вообще никакой гендерной я не вижу. Ну, какая разница, женщина-мужчина? Мне кажется, большая. В чем? Вам кажется, что женщина сделает нашу страну прекрасней? Угу. Ну? Вы так не считаете? И как Хорошо, мне кажется, нужно дать хотя бы возможность попробовать. вообще, да, ради бога, возможности должны быть у всех равные. Я не феминистка с точки зрения там, ну, как бы идти и за права бороться. Но я абсолютно точно убеждена, что на сегодняшний день, ну, как бы даже как-то разговаривать о том, что женщины и мужчины, их нужно чем-то различать, в смысле, вот это могут делать только женщины, это могут делать только мужчины. Есть физиологические предпосылки, физиологические, которые мужчинам даются легче. Есть такие же физиологические предпосылки, которые женщинам даются легче. Например, ночные смены в госпиталях или сидение с маленькими детьми крошечными, терпение, сидеть там лего, это сю-сю-сю, это физиологические, понимаете? То есть у женщина не будет раздражаться, ей не будет хотеться убежать из этого, да, или там пойти грушу полупить. Ей ничего этого не нужно будет. Она спокойно может сосредоточенно это делать. А мужчина может делать сосредоточенно операцию, понимаете, вот такую вот на сердце или там на глазу. В этом есть часть физиологии. Отрицать это так же бессмысленно, как отрицать географию. Но при этом я не вижу разницы. Мужчина-учитель, женщина-учитель. Мужчина-артист, женщина-артистка. Мужчина-президент, женщина-президент. Я не вижу разницы. Это интеллектуальный уровень. На интеллектуальном уровне мы все равны. Понимаете? Когда уходит физиология, мы все равны. Тут я с вами абсолютно согласна. Поэтому почему нет? Ну, может, если и будет достойный кандидат, то, наверное, и женщина может быть президентом. А вы бы смогли быть президентом? Нет, конечно, нет. Я вообще не готова брать на себя никакую ответственность, которая меня заберет от того, что мне нравится делать. Абсолютно. Чего вы боитесь в жизни? Я боюсь заболеть. Я бы не хотела, чтобы мне было больно. Я бы не хотела быть не в состоянии том, что я могу функционировать и делать все, что я должна делать. И вообще, то есть я боюсь не... Немощь. Да. Справедливость или милосердие? Милосердие. Свобода или безопасность? Свободы не существует вообще, поэтому безопасность. Свобода или стабильность? Свободы не существует. Но стабильность, что значит стабильность, я не знаю. Я действительно не верю в то, что есть свобода. Я вообще не понимаю, что это за понятие. Оно какое-то, знаете, философски... Вы свободный человек? Отчасти. Я не свободный, и я не понимаю, что такое свобода. Потому что для меня свобода – это одиночество. Я свободной была, наверное, только когда я была студенткой. Вот только тогда. Потому что я тогда оторвалась от родителей, от дома, и я была сама по себе. И от меня никто не зависел, и я не зависела ни от кого. То, что у меня не было денег и нечего было есть, это была я сама с собой, я не у кого было попросить и так далее. То, что я должна была каким-то образом найти работу, я была сама с собой. То, что я должна была учиться, я была сама с собой. Я хочу сказать, это тоже не очень комфортное состояние. Я сейчас поняла, что вы имеете в виду. Вы первый человек, который, отвечая на этот вопрос, имел в виду свободу личную. Да, конечно. А я-то имею в виду государственную. Конечно, нет. Зачем? Я, естественно, я вменяемый человек, я за свободное, естественно, за свободное. Потому что нам часто говорят, что ради вашей безопасности мы не будем вам говорить всю правду. Вот ради вашей безопасности, вот вы там побудьте здесь, вот ради стабильности, да, не нужно давать такое большое количество свобод. И в этом смысле как раз я имела в виду выбор между свободой и стабильностью. Но когда вы это говорите сейчас, я вот просто боюсь, чтобы это не прозвучало, потому, вот в этом ключе я вообще думаю, что
Я бы не хотела говорить на тему политики, потому что я в этом ничего не понимаю. Я считаю, что с артистами вредно разговаривать о политике. Да, но я хочу сказать, что мне вообще кажется, любое государство, абсолютно любой государственный строй, ну просто вот действительно любой, с момента, если мы возьмем там изучение там Древнего Египта, я не знаю, там Месопотамия, китайская, да, вот эта вот цивилизация, можно сказать, цивилизация, да, потому что 5000 лет, и это непрерывная культура. Государство в принципе, ведет себя всегда агрессивно по отношению к своим гражданам. Ну, то есть сказать сейчас, я сейчас скажу, да, свобода, мы должны быть свободны, мы должны говорить каждый, что хотим, мы должны... Ну, а дальше люди начнут говорить, что они хотят, посмотрите, какую ересь, сколько ненужного и вредного они произносят. А потом мы говорим, нет, лучше стабильность, и тогда перекрывают все краны и гайки, и мы тогда не можем никуда уехать, и не можем сказать вообще никому ничего. Вот в чем проблема. Карьера или любовь? Ну, любовь. Если мы действительно подразумеваем сейчас то, что мы называем этим высоким словом, не заезженным, не что-то такое, а вот именно если любовь, то любовь. Часто, особенно в творческих профессиях, знаете, идет речь о том, что, чаще, кстати, почему-то у режиссеров, я с одним режиссером разговаривала, он говорит, понимаешь, если вот как бы у меня история такая, что я не могу себе позволить отношения, не могу себе позволить семью, да, потому что они будут оставаться одни, когда я буду там в творчестве. Какая глупость! Это эгоизм. Это он не семью не может себе позволить. Это ему хочется иметь перспективу, чтобы было сначала одно, потом второе, потом третье. Совершенно не так. Этот человек не может просто взять на себя ответственность и подписаться под какими-то обязательствами. Это абсолютное лукавство. Но если есть кто-то в вашей жизни, вот кто-то есть в вашей жизни, вот собака, например, моя, она... Это совсем такой пример. Я просто не хочу говорить о близких людях. Собака. Ей же хорошо, что она у меня в доме, что ей тепло, что она не где-то там брошенная, и в приюте ее там хотят, да, не могут приступить, а что она у меня. И я не сижу 24 часа рядом с ней и не глажу ее по голове. И когда мы, наконец, вместе, и это на самом деле в день может быть всего лишь там 15 минут, потому что мне некогда, это счастье и для нее, и для меня. Что лучше для собаки? Чтобы этого вообще не было никогда? Или что все-таки это происходит 15 минут в жизни? Знаете, почему я привожу в пример собаку? Потому что у собаки... Вот я бы хотела уметь так, как любит собака. По-хорошему. Это никаких претензий и ожиданий от того, кого ты любишь. И при этом отдача полная, открытость, и никакого «я не требую ничего взамен». Вот это любовь. Поэтому выбирать здесь между любовью и карьерой, если человек меня любит, то почему он должен говорить «вот мне тебя не хватает»? Так это тебе не хватает, так это ты про себя говоришь, значит, ты не меня любишь. То есть вот это тогда так, выбираем эгоизм или любовь, понимаете? Какой вы будете через 10 лет? Капец, вообще не знаю. У меня вот такой бланк просто. Я не знаю. Я думаю, что я буду... Я надеюсь, что я буду также много работать, потому что я очень люблю работу. Еще я надеюсь, что я смогу и улыбаться, и радоваться чему-то. Еще я надеюсь, что жизнь рядом, она будет и свободная, и стабильная одновременно.